Привет, наконец-то дошли руки до обзора поворотной IP-камеры с оптическим 30-кратным зумом, которая может работать не только по кабелю, но и по Wi-Fi. У нее встроенный чувствительный микрофон и громкий динамик, есть сирена, вращение на 350 градусов и определение человека, а также можно управлять одновременно как через приложение в смартфоне, так и на ПК. Давайте знакомиться и тестировать. Цена данной камеры $138. Немного позже поговорим о разных модификациях, которые доступны в этом магазине. Посылка в Украину шла чуть больше месяца. Была доставлена курьерской службой «Новая почта». Камера упакована в две коробки. Одна для транспортировки, вторая заводская. Комплектация состоит из самой камеры, инструкции, блок питания на 12 вольт 4 ампера, диск с программным обеспечением, прокладки и колпачки, которые защищают разъемы от пыли и влаги, стандартный крепеж и Wi-Fi антенна с резьбой. Она способна вращаться также в разные стороны, благодаря чему можно настроить под себя. Верхняя часть корпуса белого цвета из металла. Он покрыт устойчивой к коррозии порошковой краской, а корпус самой камеры выполнен частично из металла, частично из пластика. Глазок камеры, а также сама линза из стекла. Из камеры выходит кабель, и на конце он поделен на 3 разветвления. Там располагается кнопка сброса, разъем питания и разъем подключения кабеля RJ45. И в зависимости от модификации может по этому кабелю идти и питание. Вокруг глазка камеры располагаются инфракрасные датчики, они спрятаны под пластиком. Инфракрасные датчики достаточно мощные, и в ночное время возможно рассмотреть человека или же какие-то объекты на расстоянии до 80 метров. Сверху располагается датчик освещения, а рядом отверстие встроенного микрофона. С обратной стороны отверстие встроенного динамика для того, чтобы можно было кому-то отвечать, находясь на расстоянии. Под этим люком, который закреплен на 2 шурупа, находится доступ внутрь камеры. Там располагается карта памяти. Карту памяти можно установить максимально до 128 гигабайт. Вокруг люк защищен специальной прокладкой, чтобы не попала ни пыль, ни влага. Собираем и устанавливаем камеру. В инструкции сканируем QR-код и скачиваем мобильное приложение CamHi. Открываем его и нажимаем «Добавить камеру». Выбираем способ подключения. Я буду использовать подключение через Wi-Fi. Далее в эту строку вводим специальный уникальный идентификационный номер камеры видеонаблюдения, который ей был присвоен при изготовлении устройства. Он располагается на самой камере. Камера уже включена, раздает Wi-Fi, и открыв настройки Wi-Fi, я начинаю сканировать Wi-Fi сети. Wi-Fi самой камеры был обнаружен, имя сети IP-Cam, нажимаю «Подключиться» и ввожу пароль, который указан на самой камере. После удачного сопряжения я открываю снова приложение камеры, нажимаю «Подключиться к камере», которую уже добавил, и произвожу первое подключение. Я уже могу управлять удаленно камерой через мобильное приложение в смартфоне. Делаю свайп влево, вправо, и камера поворачивается. Внутри самого приложения есть множество разных настроек, например, повернуть зеркально, настройка зума и автофокуса, включение ночной подсветки, включить запись видео, прослушивание внешних звуков и так далее. Если включить прослушивание внешних звуков, используя внешний микрофон камеры, и задать какую-то команду в движении, то можно услышать очень неприятные звуки. Мы слышим звук мотора. Но это только тогда, когда вы включили прослушивание, что происходит возле камеры. Или же вы захотели пообщаться с кем-то, кто находится перед камерой, и решили повращать камеру. Зайдя в мобильное приложение в режим настроек, можно выполнить всевозможные настройки камеры. Например, в настройках тревоги мы можем выбрать область, в которой должна реагировать камера на любое движение, в которой появился человек, а также указать, что нужно делать, если была обнаружена тревога, выполнить запись на карту памяти, отправить уведомление на почтовый адрес, включить сирену слежения или свою собственную запись записать своим голосом, чтобы выдало такое оповещение тому, кого было обнаружено. Внимание, вы в зоне наблюдения. Внимание, вы в зоне наблюдения частного объекта. Пожалуйста, покиньте территорию. И как только перед камерой вы прошлись, Внимание, вы в зоне наблюдения частного объекта. при этом сразу на смартфон приходит уведомление. Также можно настроить длительность данной тревоги. Если необходимо сделать сброс, то на камере открываем этот колпачок, нажимаем и удерживаем кнопку. Удерживаем ее достаточно долго. После этого прозвучит звуковой сигнал, и камера начнет сама себя калибровать. После этого она перешла на заводские настройки. Как только в зоне видимости камеры появляется человек, камера сразу фиксирует это и выделяет объект, как бы человек ни прятался.
Зум у камеры действительно 30-кратный, так как есть модели, где 20 крат зум и 10-кратный цифровой, но в нашей модели он 30-кратный и справляется со своей задачей отлично. Дальше я вам это продемонстрирую на компьютере, но вначале давайте установим эту программу на ПК. Берем CD-диск из комплекта, установив его, мы попадаем в раздел с инструкциями и приложениями как для Android, так и для iOS, ну и конечно для компьютера. В данном случае с приложением мы разобрались, а вот давайте установим программу. Вот она. Запускаем ее, устанавливаем и в свежедобавленные программы переходим в это приложение. Идет загрузка, пожалуйста, подождите. Программа на русском языке и удобно для настройки. Переходим в раздел конфигурации, подтверждаем, ОК. Там пароля нет, поэтому просто нажимаем ОК. И теперь, чтобы нам найти нашу камеру, которая подключена по Wi-Fi в нашей домашней сети, нам необходимо нажать на кнопку «Поиск». Произойдет сканирование. Камера была мгновенно обнаружена. Ставлю здесь галочку и нажимаю «Добавить». После этого у нас камера здесь появилась, и я на нее нажимаю дважды. Даем ей имя. Подтверждаем и переходим в раздел камеры. Нажимаем «Подключиться». Камера обнаружена и картинка передается уже на экран. Двойным нажатием на окно идет разворот на весь экран. Меню здесь понятное. Можно включить прослушивание аудио. И мы будем слышать все, что происходит. Можно здесь заговорить, и наш разговор будет с той стороны слышен. Но теперь мы можем вращать. Вот так вот вверх. И давайте прицел сделаем на дом. Вот здесь вот. Для этого можно использовать вот эти кнопки. Максимальный зум. Плавный поворот. Ну а здесь уже можно использовать и фокус, и другие настройки. Четкая картинка. Можно все детально рассмотреть. Какая шуба на фронтоне. Чтобы изменить качество картинки по передаче онлайн, нажимаем здесь и выбираем качество максимальное. И сразу идет подстройка. У нас уже здесь качество отличное. Нужно было сразу переключиться. Теперь совсем другое дело. Вот посмотрите, как четко дом вдали видно. Я еще камеру хочу переставить в другое место, чтобы направить напротив, на другом берегу находится больница, и мы туда направим нашу оптику. Вот, смотрите, как здорово виднеется дом. Теперь отдаляемся. Вон дом виднеется маленький. Также помимо оптического зума есть и цифровой зум. Продемонстрирую на том же кадре. Оптика настроилась, и я хочу вот еще этот объект увеличить. Представляете? Качество, конечно же, страдает, но рассмотреть можно. Вот, выделили объект, и здесь уже его рассматриваем. Видно, кто там будет ходить даже возле дома, правда? Как я и говорил, камеру я закрепил в другом месте, для того, чтобы был лучший обзор на противоположную сторону. Давайте наведем на больницу с точки, где установлена камера, и посмотрим видимость. Я специально во время тестов оставил включенным внешний микрофон. За курицу не переживайте, с ней все хорошо. Она просто готова снести яйцо. Отсюда можно запустить запись принудительно этого материала, и он сейчас записывается. Ну а внизу вся информация отображается, что происходит, так сказать, журнал. В этой программе можно просмотреть сверху отснятый материал, в любой момент поднять нужную информацию. Но зависит от настроек, которые вы произвели. Здесь вот показано, где, в какое время производилась запись и что это было за запись. Либо специально записана, либо тревога, либо какой-то другой режим. Камера отлично записывает в полной темноте. Это ваши глаза в ночное время. А чё перестало? О!
Я поняв, що ти мене не чуєш. А ты меня чуешь? Конечно, чую. Как только я произвел нужные настройки, у камеры включился инфракрасный датчик и видимость стала как будто днем. Если отключить инфракрасные датчики, камеру ночного видения, а включить просто, как мы привыкли это видеть своими глазами ночью, то вот такая будет картинка. Сейчас вставлен отрывок именно записи самой камеры, которую я записывал на компьютер. На записи слева вверху отображается имя камеры, справа дата и время съемки, а внизу оптическое увеличение, какие сейчас на данный момент установлены параметры оптики. А также вставил скриншот именно этого файла, какие параметры камеры и настройки самого видео. Зайдя в настройки камеры, я сейчас включаю инфракрасные датчики. И вот как видит уже камера ночью. Еще вставлю оригинальное видео, снятое на компьютере с помощью камеры во время дневной съемки. Если извлечь флешку и посмотреть на данные, которые на ней хранятся и как формируются папки, то можно увидеть следующие данные. Рекорд 3.0, рекорд 0.01 и так далее. Открыв любую папку, здесь формируются уже видеофайлы. Каждый файл по разному размеру, разной величины. У меня были включены настройки реагирования на тревогу, на движение. Здесь это все фиксировалось. Если открыть любой файл, то можно увидеть эту запись, как все выглядело. Вот так эта информация отображается. Камера отлично подходит для установки как на улице, так и внутри помещения. Причем есть модель, которая крепится сразу к потолку. Выглядит она вот так. Цена данной камеры зависит от многих факторов. Например, самая доступная камера с 2 мегапикселями, которая питается по кабелю с помощью вот такого вот специального блока питания. Цена составляет $104. 4 мегапикселя 115, 5 мегапикселей 120, есть 5 мегапикселей с автослежением $127, 8 мегапикселей 152, 8 мегапикселей с автослежкой, 5 мегапикселей, как у нас в обзоре, с Wi-Fi с ночным видением $137. Это именно наша камера из обзора. Ссылку на камеру я оставляю в описании под видео и еще несколько ссылок оставлю, например, на этот блок питания как дополнительный вариант. Также оставлю на вот такой вот контроллер, интересный пульт с экраном. Благодаря ему можно делать туры, вы программируете определенную зону и, нажав на какую-то кнопку, сразу камера переключается в нужную зону, которую вы заранее запрограммировали. Есть джойстик для управления, для удобства, и не нужно нажимать мышкой или тапать по экрану. Такой контроллер нужен, если не одна камера, а также нужно постоянно следить за территорией. Также оставляю комплект вместе с домашним ресивером. Например, такая камера, как у нас в обзоре, плюс этот ресивер для записи, плюс 2 терабайта жесткий диск, стоит 9277 гривен. Напомню, что наша камера из обзора стоит $138, это примерно 5200 гривен. Тогда как в Украине продают эти же камеры по цене 10500, в 2 раза выше цена, поэтому есть смысл купить и подождать, если заказать ее в Китае. Рад был с вами поделиться данным обзором. Надеюсь, вы оцените труды лайком, поделитесь с друзьями, кому действительно будет эта тема интересна. До встречи в новых видеопроектах. Вы на канале Зыграчики Обзоры. С вами был Сергей. Пока.